Ну что, приехали. Всем привет, друзья! Да, вот такой вот косяк на ровном месте, ничего не предвещало. Ехал я с Бергена, и у меня веса 3 тонны, я поехал по семерке. Первые, которые указательные эти знаки, закрыта или открыта дорога, они не горели вообще, то есть. А я, днем ранее проехал семерку, все нормально там было. Ну, сейчас, думаю, пустой, чем мне переться через этот Лердальский тоннель, через транспортников, ну и дольше это выходит. Я поехал по семерке, и в самом конце бах, и перевал закрыт. Мало того, что он закрыт, меня заставили одевать цепи. И, в общем, достал я цепи, и сразу с первой цепи понимаю, что у меня нету хлястика на легкой цепи. Вот, то есть запас цепи у меня есть, у меня их 9 штук, но я первые, которые были у меня быстродоступные, оказалось, нету хлястика, который крючком зацепляется, за который цепь. Мы сейчас будем трогаться. Поэтому по ходу движения вам я что-нибудь буду рассказывать. И, в общем, что происходит? Мне дали, во-первых, буклетик сразу же. Давайте я включу дорогу, чтобы у нас было понятно. Так, мы трогаемся. Мне сказали, что я еду за грузовичком. Значит, движение в колонне. Включенные аварийки у всех участников движения. И ближний свет фар. Движение идет только в одностороннем порядке. То есть, с одной стороны машины прогоняют под снегоочиститель. И со второй стороны прогоняют под снегоочиститель. Я переживаю за свои цепи, чтобы они не порвались. Они самые тяжелые, много чего могут поломать. Ну, вроде бы я все перепроверил, я пережал ее один раз. Ну, конечно же, в идеале, когда вы едете не в колонне, то лучше бы еще раз ее пережать, когда вы проедете спустя вот каких-то сколько-то расстояния. Но здесь мне останавливаться нельзя, мне нужно ехать. Я когда ехал сюда, в Берген, я тоже ехал по семерке, и здесь на подъеме 25-метровый, такой примерно как Лех на бок, который у меня видос был, вот примерно такой, не смог подняться, но его можно было объезжать. Ну а в целом дорога была как бы нормальная. Единственное, что вот на подъеме он, возможно, тяжелый шел, ну и, короче, не смог он справиться с этим подъемом. Так, ну а мы идем, 50 км в час идет начальник нашей колонны, ну и все за ним так и идут. Цепь у меня маслает. Ну а здесь будут у нас, я так понимаю, это мы еще поднимаемся на подъем сам, будут у нас хорошие такие переметы с одной полосой движения. В общем, ребят, смотрим. Едем, смотрим. Потом вам все расскажу, потому что тяжело так следить и за зеркалом, за цепью этой тоже, и за впереди идущими, и разговаривать. Так что без комментариев.
Значит, первым делом дал он мне вот такой вот буклетик, в котором есть на русском информация. 10 узелков на память при движении автомобилей в колонне. Значит, потом я вам их зачитаю, когда станет дорога получше. Ну, на самом деле-то здесь ничего страшного нету. Движение в колонне они пустили только, скорее всего, из-за того, что плохая видимость. Ну и то, я бы не сказал, что она такая уж и плохая. Вот, потому что я ездил в худших ситуациях, когда реально ничего не было видно, и движения в колонне никакого не было. Ну, как-то так. То есть, смотрите, 2 полосы, как бы, особо дорога не переметена. Я думал, все, движение в колонне, тут полная жопа какая-нибудь. Да, нет, ничего тут нету такого сверхъестественного. Единственное, что, да, скользко. Скользко, потому что погода -4, -6 прыгает. Ну, для перевала это очень маленькая температура. То есть, ну, я имею в виду, должна быть больше, мороз должен быть на перевале. Вот. И вот оно метет и такой вот создает корку льда. Вот. Ну и все, так вот ползем. Еще час я буду так вот ползти. Значит, первых они выставляют грузовиков, а сзади легковые. У нас 2 грузовичка. Первый, ему не надо цепи, у него, я так понял, 2 ведущих моста. Он спокойно себе едет. Он меня сразу спросил, есть ли у меня подкидные цепи. Я сказал нет, естественно, у меня их нет. Если бы у меня были подкидные цепи, то мне эти цепи не нужно было надевать. И, значит, сразу он сказал одевать 2 цепи. Я пошел одевать. Вначале, ну, достал, расстелил, посмотрел, все хорошо, отлично. Накинул 1 цепь и сразу же пошел со второй стороны, так же самое накинул. Ну вот, накинул, получается, я с 2 сторон сразу цепи и одновременно, то есть я и хотел наехать, чтобы сразу зацепить 2 цепи. И тут я, когда первое колесо-то я, ну, надел цепь, разложил, все дела, я смотрю, что у меня нету хлястика, за который зацеплять крючок этот. Я вам потом покажу, про какой я вам хлястик этот говорю. Я не понимаю, где он. Он был. Я точно, потому что я цепь сразу брал ее с той стороны, где-то длинный замок, и проверял, есть ли там этот хлястик. И он там был, и он куда-то делся. То есть, возможно, я предполагаю, что он был разжат, то есть уже ремонтированная цепь была. И пока я одевал, он просто свалился куда-то. Ну, я не знаю, какие еще могут быть предположения. Ну, как-то так. Так, что у нас тут происходит? Непонятно что. А вот снегочистилка, интересно, на цепях или нет? Так, стали мы. Чё мы стали, я не знаю. А, может быть, всех в кучу собирают он? Кстати, да. Спереди снегоочиститель и сзади снегоочиститель. Цепь моя хоть на месте? Не, ну на месте я же ее слышу. Вот так я выгляжу с камерой на башке. Если честно, я не успел проверить вообще, куда она у меня снимает, правильно ли она снимает или нет. И здесь мы должны разъехаться со встречной колонной. Идет она впереди. Еще пока не видно, хотя должно быть видно. Но как-то там у нас легковушки так не сильно скромно стоят. Да, конечно, нечастое явление это у меня ездить в колонне. Ну вот, в этот раз подфартило. Ну, снегоочиститель даже не на цепях. Вот что я вам скажу.
Так, на чем я закончил рассказ-то свой, что... Что, значит, смотрю, нету этого хлясика, ну, естественно, цепь нужно снимать. Я уже все наехал, все красиво, но у меня на ней. И, значит, вторую цепь с правой стороны я зажал, ну, все нормально, короче, надел, как положено, все, блин, у меня уже язык не поворачивается разговаривать. Короче, надето с правой стороны цепь, пошел на левую сторону, и я так понимаю, он уже знал по времени, что примерно скоро ехать, и да, тем более встречная колонна уже прошла, и он говорит, что ладно, типа, одной цепи тебе хватит. Вполне. Говорит, включи блокировку только, типа, ну, в случае чего, типа, включишь, и будет нормально. Я говорю, ну, конечно, я тоже думаю, что будет нормально. Вот. Я с пустой, грубо говоря, сейчас. Ну, как пустой там, я не знаю, 2-3 тонны у меня где-то так, не больше. Так, куда ж ты меня снимаешь? Надеюсь, все ровно. Очень интересный груз. А я, собственно, из-за этого груза и поехал по семерке, чтобы транспортникам не попадаться на глаза. Потому что у меня тент с обоих сторон просто такой, как раздутый мешок получился. Поэтому я прикинул, думаю, блин, я пустой почти. Ну, реально почти пустой. То есть по весу это вообще не пыль просто для трехосника 500 плюс кобыл. Ну вот. Думаю, блин, ехал, все нормально. Первые в городе Восе нету, что вообще нету информации. Все работает, все хорошо. Ну, думаю, ладно, поеду. И все, последний. Вот буквально я первый увидел знак, что движение в колонне будет. Это где-то за 5 километров до этого места. Нормально, да? Ну и камеры не смотрел, то есть погода, в принципе, была нормальная. Она и есть нормальная, но немножко метет. Ну и то метет больше того, что снегочистилка, он едет спереди и обочину цепляет. Вот поэтому и метет вперед. Ну реально, здесь, конечно, лишнее движение в колонне. Ну, может быть, конечно, не лишнее, но я же говорю, что и худшие ситуации были, когда не было никакого движения в колонне. Еще и цепь заставили одеть. Короче, что, значит, одел я цепь, минус 2 пары перчаток у меня ушли. Весь чумазый, грязный. Ну, нормально, в общем. Не был я подготовлен к такому. То есть, ну, одел рабочий бушлат я, в котором обычно загружаюсь, когда там мороз, снег. То есть он жопу закрывает, ну и как бы на нем можно качаться так, если где-то подлазить, когда цепь зацеплять или еще что-то. Вот. Ну и перчатки на мусорку. Надо в магазе новые купить. Ну, на запас у меня-то есть еще одни, но нужны всегда, чтобы еще одни были. А в идеале, чтобы несколько пар лежало разных. Одни намокли, положил, вторые одел. Те сушатся, этими работаешь, потом поменял обратно. Вообще я не планировал снимать видео. Я снимал видос для второго канала. Кто не в курсе, да? У меня есть второй канал, который там нету никаких текстов, там просто я еду и дорога, и все дела, все. Я для него снимал видос, ехал. И разговаривать мне не хочется. Вот, но так как в колонну я вот уперся, я решил с вами, с вами таким поделиться, потому что такого не было у меня на канале. Ну и многим это было, есть точнее, и будет интересно, что вот оно, движение в колонне, как есть по факту. И заставили меня одеть цепь. А так все хорошо начиналось сегодня. Думал, быстренько проеду сейчас. Уже в часа 4 дня буду стоять, ждать следующего дня, чтобы выгрузиться. На вот, хрен там. Ну, зато размялся, цепи размял тоже. Ничего.
Это все на пользу, чтобы руки не забывали, что нужно делать. Ну вот в этом месте только видно, что уже две машины здесь не разъедутся. Подмело хорошо. В общем, местами есть проблемные участки. Поэтому и движение в колонне. Чё, ребят, Тесла? Села, наверное, батарейка. Так он тут и остался. До лучших времен. Так, у нас дело идет к спуску. Вот. И если место будет за шлагбаумом, сразу сниму цепи и поеду нормально. Вот по снежку им ехать, конечно, хорошо. И не звук такой не страшный. Ну и как бы колеса целее остаются, если по снегу ехать. Но вот когда по асфальту, по льду лезготеть, то, конечно, стрёмно это дело. Просто смотришь на них в зеркало и ждешь, когда же она оторвется кусок. Но еще такой момент, что если цепь не ремонтированная, никогда не была, то есть заводская и не самая там дешевая, непонятно где купленная, значит, качественная цепь не ремонтированная и одета правильно, без этих перекрутов, то порваться она не должна. Посматривать, когда долго цепь лежит, ржавеет. Некоторые звенья также не хотят рассоединяться. Нужно им помогать с помощью молоточка, если руками не получается. Потому что тоже получится небольшой перекос и может в этом месте и порвать ее. То есть все звенья должны лежать полностью ровненько. Сейчас мы с вами доедем до куда-нибудь. Вон туда нам еще ехать. И посмотрим, что у меня там происходит. И вот пункт сбора с обратной стороны. Все, дальше мы уже едем свободно и сами. Теперь мне найти место, где мне припарковаться, и избавиться от цепи и ехать нормально. Но я что-то, наверное, нигде не найду. Грузовиков нету. Я здесь вообще там в обычное время можно заезжать, но видите, что снегом все завалено. Ну, еду, значит, дальше. Аварийку можно выключать. 50, 60. Как бы, ну, 60 это вообще максимум. Скорость, на которой нужно ехать на цепях. То есть, чем больше скорость, тем больше вероятность разрыва цепи. Ну и, естественно, вашим колесам
придет жопа полная. Мы сейчас посмотрим, я думаю, у меня там наварка это кусками уже поотваливалась. Не, ну, конечно, на цепи ехать даже на одной, и то есть, знаете, как уверенно. Очень уверенно. А когда у вас две цепи одеты, и, ну, шипованные, большие, а еще и передок, передняя ось, рулевая, с надетой цепью, то вообще у вас валит просто напролом. Вам не страшно ничего и нигде. А еще, когда вы едете с таким весом, как у меня, вообще кайф. Ну и здесь, конечно же, если бы у меня было больше 10 тонн даже, ну там может быть больше 15 тонн, то я бы на семерку даже не сунулся. То есть я поехал бы по 16 по прямой, да и все. Но я же говорю, что в ОСе должны гореть знаки были, что движение в колонне на семерке, или там, что она закрыта, например. Но вообще нифига, просто все открыто, все хорошо, и в итоге приехал. Так, что-то я разогнался уже чересчур. Завалены все карманы снегом, которые, я помню, были здесь асфальтированные, но стрёмно заезжать, снимешь цепи и не сможешь выехать оттуда, придется обратно надевать. Поэтому еще более удобное место. Желательно, чтобы такое на небольшом спуске было. Вот, нашел я себе место, в котором сколько снега? Не по колено хоть? Не, нормально вроде. Сейчас я накатаю себе. Вот Бусик решил сзади подсунуться, чтобы я ему зарядил с разгона. Так, ну что, я думаю, трону здесь как бы такой небольшой подъемчик, но я думаю, у меня проблем с этим не будет никаких. Что ж, сейчас пойдем снимать цепи. И, значит, из памятки, которую мне дали, что написано? 10 пунктов. Из соображений безопасности передвигаться в колонне может лишь ограниченное количество автомобилей. Водитель снегоуборочных машин имеет право запретить движение в колонне водителям, которые, по их мнению, могут не справиться с трудными дорожными условиями. Вот так. Автомобили, двигающиеся в колонне, должны находиться в хорошем техническом состоянии и быть оснащены зимними покрышками. Транспортные средства весом более 3,5 тонн должны иметь набор колесных цепей противоскольжения. Ну, это понятно. Водители и пассажиры должны иметь с собой зимнюю одежду. Имейте в автомобиле легко доступными фонарь, буксирный трос и скребок для льда. При движении в колонне держите в поле зрения движущийся впереди автомобиль. Держите постоянную скорость движения. Установите прохладную температуру в системе обдувания лобового стекла. Включите аварийные огни и по возможности задний туманный фонарь. Следуйте вместе с колонной. Не пытайтесь выехать из нее или повернуть назад. При вынужденной остановке автомобиля или всей колонны не выходите из машины, так как это может быть опасным для жизни. По причине недостаточной мощности телефонной сети не пользуйтесь мобильным телефоном во время передвижения в колонне. Вот такие вот, друзья, правила. Ну что у нас? Все окей. Вот ленивец такой красивенький весь. Лестница выехала. Вот, видите, как
ходит уже. Проехал я сколько? Километров 50 я на ней, да? Где-то так. Вот. Ну, все хорошо. Значит, снимаем, да? Снимаем. Здесь я вот эту цепочку, которая остается, я ее закрепил на обычную стяжку. Все, то есть, чтобы она не била нигде по подкрылкам. И видите, даже она расслабилась слегонца. То есть здесь это просто нам не надо дело. Так. И вот этого вот язычка, за который зацеплен у меня, да, видите, вот его на цепи не было. И куда он делся, я не знаю. Вот. Ну и хорошо, что мне сказали, ладно, хватит и одной. Зацепил за последнюю, чтобы цепь у меня внутрь не упала окончательно. Потому что заколебетесь вы ее потом оттуда доставать. И все. И сейчас я расстегну внутренний замок. Ух, все. Внутренний замок освободил и скинул цепь. Все, она у нас лежит, нам только с нее нужно съехать, сложить все и убраться отсюда нахрен. Вот такое вот, друзья, было небольшое видео. Надеюсь, было вам интересно. Все, пишите ваши комментарии, вопросы. Всем удачи, пока.